Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, а также своих постоянных зрителей, подписчиц, мастеров, мастериц. Отдельное спасибо вам за ваши комментарии, за ваши пожелания. Я сегодня к вам с ниточками, с которыми мы уже в этом сезоне работали. Но напомню, что вы можете брать любые ниточки, узорчики универсальные, вы можете работать с любыми ниточками. Итак, сегодня у меня Yarn Art Violet. Новички, кто еще не вязал с данными ниточками, смотрите. В 50 граммах здесь находится 282 метра. И это 100% мерсеризированный хлопок. На камеру цвет передается, я считаю, что немножко голубее, чем он есть на самом деле. Он такой намного-намного бледнее. И смотрите, здесь нам советует производитель, берите крючок 2,5 мм. Но я буду брать 2 мм, потому что я данную пряжу вяжу со своей плотностью 2 мм. Вы точно так же берете свою пряжу, читаете аннотацию и берете крючок, который вам советует производитель, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 10 петелек. В силу того, что крючок тоненький, пряжа, ниточка тоненькая, я наберу 4 раппорта, это будет 40 петелек. И еще одну дополнительную петельку, чтобы узорчик красиво закончился. Итого я наберу 41 воздушную петельку, а вы набирайте сколько вам будет удобно. Итак, все как всегда. Для начала петелька фиксации. А теперь я набираю 41 воздушную петельку. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 и 41. Вот наш будущий образец. Далее, как и у многих узорчиках, я рекомендую сделать вспомогательный ряд, состоящий из столбиков с накидом, потому что много новичков и они могут растеряться в воздушных петельках, а в столбиках они уже не растеряются. Итак, для начала делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Отсчитываем от крючка пятую петельку. Раз, два, три, 4, 5. Накид. В пятую петельку ныряем, вытягиваем ниточку и провязываем по 2 петельки. 2 петельки, 2 петельки. Это столбик с накидом. Накид. В следующую петельку ныряем, точно так же провязываем столбик с накидом. И в следующую, и во все последующие, все наши петельки воздушные будем провязывать столбиком с накидом. Сами себя контролируйте. Сколько воздушных петелек набрали, столько должно получиться столбиков. Ни больше, ни меньше. То есть, если я набрала 41 воздушную петельку, у меня должно получиться 41 столбик с накидом. И не забывайте, что самые первые 3 петельки подъема, вот эти вот, которые мы делали, это тоже имитация столбика с накидом. Мы считаем за столбик. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 столбиков я уже провязала. Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда встречаемся. Договорились? Давайте. Итак, смотрите, вот мы провязали наш ряд столбиками с накидом. Далее приступаем непосредственно к узорчику. Воздушная петелька, поворот, и сюда же, в этот же столбик, провязываем столбик без накида. Есть. Далее в верхушку следующего столбика ныряем и провязываем столбик без накида. Далее воздушная петелька, накид, пропускаем 3 столбика, раз, два, три, и в 4-й столбик ныряем и провязываем столбик с накидом. Раз, воздушная петелька, возвращаемся сюда же и провязываем столбик с накидом. 2, воздушная петелька, опять вернулись сюда же, столбик с накидом. 3, воздушная петелька и сюда же столбик с накидом. 4. Вот, ну как бы такой небольшой веерочек. Дальше воздушная петелька, пропускаем 3 столбика, раз, два, три, и в 4-й столбик провязываем столбик без накида. Далее делаем 2 воздушные петельки, раз, два, а пропускаем всего лишь только 1 столбик, и в следующий столбик провязываем столбик без накида. Вот раппорт нашего узорчика. Дальше будет только повторение. Воздушная петелька, пропускаем 3 столбика, раз, два, три, в 4-й столбик провязываем веерочек. Столбик с накидом. Раз, воздушная петелька, сюда же столбик с накидом. 2, воздушная петелька, сюда же столбик с накидом. 3, воздушная петелька и сюда же столбик с накидом. 4.
Как только провязали веерочек, делаем воздушную петельку и пропускаем 3 столбика. 1, 2, 3. В 4 нырнули, провязали столбик без накида. 2 воздушные петельки, пропустили 1 столбик и в следующий опять столбик без накида. И так далее. Опять продолжаете делать веерочек и небольшая арочка. Видите? Веерочек, небольшая арочка. Веерочек, небольшая арочка. Веерочек, небольшая арочка и так далее до конца ряда. Какой у вас образец? В конце ряда встречаемся. Договорились? Давайте. Так, смотрите. Вот наши веерочки практически готовы. И заканчиваем мы как наш ряд. После веерочка мы провязываем столбик без накида. И потом в 3 петельки подъема мы провязываем еще 1 столбик без накида. То есть мы закончили ряд 2 столбиками без накида. Точно так же, как мы и начинали. 2 столбиками без накида. Далее. Воздушная петелька, поворот, и сюда же провязываем столбик без накида. Есть. Далее 1 воздушная петелька и ныряем в арочки. Вот где у нас воздушные петельки были, вот все вот эти арочки мы сейчас будем нырять и провязывать наши столбики. Итак, накид. В первую арочку нырнули, вытянули ниточку, провязали 2 петельки стоп, накид, еще раз нырнули, вынырнули, провязали 2 петельки стоп, и теперь, когда 3 петельки на крючке, мы провязываем их вместе. Оп. Далее 2 воздушные петельки. Точно так же ныряем в следующую арочку, провязываем 2 столбика с накидом с одной общей верхушкой. 3 петельки вместе. Опять 2 воздушные петельки. Следующую арочку. Нырнули, провязали 2 столбика с накидом с одной общей верхушкой. Оп. 2 воздушные петельки. Следующая арочка. Опять провязали такие же 2 столбика с накидом с одной общей верхушкой. 2 воздушные петельки и последняя арочка. Провязываем ее точно так же. 2 столбика с накидом с одной общей верхушкой. Угу. Итого у нас получилось сколько комплект, да? Сколько комплектов столбиков? 1, 2, 3, 4, 5. 5 комплектов. Дальше мы делаем 1 воздушную петельку. 1 всего лишь. И помните, у нас была такая маленькая арочка из 2 воздушных петель в предыдущем ряду. В эту арочку ныряем, провязываем столбик без накида. Все. Понятно? У нас получается, вначале была 1 воздушная петелька, а потом между вот этими комплектиками по 2 воздушные петельки. Здесь опять 1 воздушная петелька. Далее повторение. 1 воздушная петелька и шагаем по нашим арочкам и провязываем наши комплекты столбиками с накидом с одной общей верхушкой. 1, 2 воздушные петельки. Следующая арочка. 1, 2 вместе. 2 воздушные петельки. Следующая арочка. 1, 2 вместе. 2 воздушные петельки. Следующая арочка. 1, 2 вместе. 2 воздушные петельки и последняя арочка. 1, 2 вместе. Вот опять провязали 5 комплектов. 1, 2, 3, 4, 5. И делаем 1 воздушную петельку. И присоединяемся. Вот маленькая арочка из 2 воздушных петелек. Делаем столбик без накида. И так далее до конца ряда. У вас получаются вот такие вот как бы большие уже веерочки. Такие интересные. Угу. Давайте до конца ряда. В конце ряда встречаемся. Так, смотрите. Вот наши веерочки, которые побольше, да, уже готовы. Как мы заканчиваем ряд? После, получается, последнего нашего вот этого комплекта из 2 столбиков мы сделали 1 воздушную петельку, присоединились к последнему столбику без накида. Все, ряд наш закончен. Далее 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. Поворот. И по узорчику 2 воздушные петельки. 1, 2. Итого получается, что мы здесь делаем 5 воздушных петелек. А дальше смотрите внимательно. Как ориентир. Вот наш получается первый комплект наших столбиков, второй комплект наших столбиков, так? И после второго, получается, комплекта, смотрите, делаем, получается, ныряем вот в эту арочку следующую и делаем столбик без накида. Есть. Далее 2 воздушные петельки, ныряем в верхушку, получается, вот этих наших столбиков и провязываем столбик без накида. 2 воздушные петельки и ныряем в следующую арочку и провязываем столбик без накида. Понятно? То есть получается вот 1, 2 столбик, получается арочка, 3 столбик, арочка. Понятно? Как ориентиры.
Дальше 2 воздушные петельки. Делаем накид. И вот у нас между большими веерочками, да, был столбик без накида. Вот верхушку столбика без накида проваливаемся и провязываем столбик с накидом. Понятно? Ну, как бы мы выравниваем наш ряд. Сейчас он у нас будет ровненький. То есть, если он у нас был волнистым, так, то теперь он у нас будет ровный. Вот, был волнистым. Сейчас мы будем делать его ровным. Давайте еще раз. 2 воздушные петельки. Как ориентир пропускаем первый комплект, второй комплект, в арочку нырнули, провязали столбик без накида. Дальше 2 воздушные петельки, ныряем в третий, получается, комплект, в верхушку третьего комплекта столбиков, столбик без накида. 2 воздушные петельки и в следующую арочку нырнули, провязали столбик без накида. 2 воздушные петельки, ныряем в столбик без накида предыдущего ряда и провязываем столбик с накидом. То есть он у нас должен быть выше. Понятно? Видите? И у нас получается ровный краешек начинает вырисовываться. Угу. Все. И вот так вот давайте до конца ряда. Так, в конце ряда встречаемся. Давайте, у вас получится. Так, смотрите. Вот мы выровняли наш ряд. Был волнистый, стал, ну, относительно ровненький, да? Как мы закончили ряд? Получается столбиком с накидом. Вот, как у нас идет такой вот большой столбик с накидом. Столбиком с накидом в столбик без накида предыдущего ряда. Далее делаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И, смотрите, делаем 1 воздушную петельку по узорчику. 1. Это получается уже 4 воздушные петельки. Накид. Возвращаемся сюда же и провязываем еще 1 столбик с накидом. Воздушная петелька. Возвращаемся сюда же и провязываем еще 1 столбик с накидом. То есть по итогу вместе с 3 петельками подъема у нас здесь получилось как 3 столбика с накидом. Далее воздушная петелька. И теперь, помните, мы провязывали 2 арочки. 1 арочка, 2 арочка. Вот, ныряем в самую первую арочку, провязываем столбик без накида. 2 воздушные петельки. И ныряем во вторую арочку и провязываем точно так же столбик без накида. Есть. Далее делаем 1 воздушную петельку и переключаемся вот на наш столбик с накидом. За верхушку беремся и провязываем столбик с накидом. 1. Воздушная петелька, столбик с накидом 2. Воздушная петелька, столбик с накидом 3. Воздушная петелька, столбик с накидом 4. Вот, как бы такой вот веерочек. То есть в самом начале у нас это была половинка веерочка. И точно так же делаем воздушную петельку и вот наши 2 арочки. Первая арочка, вторая арочка. В первую арочку нырнули, провязали столбик без накида. 2 воздушные петельки. Во вторую арочку нырнули, провязали столбик без накида. Воздушная петелька и опять переключаемся на наш большой вот этот вот столбик с накидом и начинаем провязывать веерочек. И так далее повторяем. То есть веерочек, арочка, веерочек, арочка, веерочек, арочка. Если вы внимательно посмотрите, то мы точно так же провязывали наш самый-самый первый ряд. Помните? Веерочек, арочка, веерочек, арочка. То есть мы повторяем первый ряд, просто он как бы в шахматном порядке. Угу. Все, давайте до конца ряда. В конце ряда встречаемся. Так, вот мы провязали наш ряд опять с веерочками, да, как самый первый ряд. И тут мы заканчиваем ряд точно так же половинкой, всего лишь половинкой нашего веерочка. То есть не 4 будем столбика провязывать, а как бы 2 столбика, ну и кромочный назовем его, да. То есть вот, помните, здесь было 3 петельки подъема и 2 воздушные петельки по узорчика. Вот, третью петельку подъема провязали наши пол веерочка. Дальше вспоминаем. Сейчас мы будем с вами делать вот такие вот комплектики с 2 столбиками с общей верхушкой. Для начала сделаем 3 петельки подъема. 1, 2, 3. Поворот. И здесь сделаем 1 воздушную петельку по узорчику. И далее, смотрите, получается, в эту арочку мы не будем трогать. Мы в следующую арочку ныряем и провязываем наши 2 столбика с одной общей верхушкой. 1, 2 и вместе провязали. Есть. Далее 2 воздушные петельки и провязываем следующую арочку. Точно так же комплект столбиками с накидом с одной общей верхушкой. Оп. Дальше 1 воздушная петелька и присоединяемся вот в арочку, провязываем столбик без накида. Опять 1 воздушная петелька и провязываем 5 комплектов наших столбиков с общей верхушкой. Вспоминаете, да? 1, 2 воздушные петельки
Дальше 2 воздушные петельки. Дальше 3 и 2 воздушные петельки. Дальше 4, 2 воздушные петельки и 5. Все, повторяем второй ряд, да, получается, как мы провязывали с вами. Опять 1 воздушная петелька и столбик без накида. Все, не сложно, не сложно. То есть, опять же, вы провязываете, получается, повторяете за веерочком, и у вас получается как в шахматном порядке. Видите, вот здесь были наши комплектики, вот комплектики, а здесь получается между ними будет такой вот веерочек со столбиками. Несложно, да? То есть вы повторяете второй ряд. Давайте до конца ряда, в конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот наши большие веерочки готовы, вот такой вот ажурчик. И вспоминаем, да, в следующий ряд мы будем выравнивать вот наши волны, да, а мы будем делать ровненькую, получается, ровненький краешек, ровненькую стеночку. Итак, для начала делаем воздушную петельку, поворот. И сюда же в этот же столбик ныряем, провязываем столбик без накида. Далее 2 воздушные петельки, 1, 2 и ныряем, получается, вспоминаем, да, мы ныряем, получается, в арочку, ну вот первая наша арочка, и в нее делаем столбик без накида. Есть. Далее 2 воздушные петельки, и там, где у нас столбик без накида был, да, мы должны будем сделать большой столбик, чтобы выровнять наш узорчик, наш краешек. Это будет столбик с накидом. Далее опять 2 воздушные петельки. Вспоминаем. Первый, второй комплект пропускаем. И вот следующую арочку ныряем, провязываем столбик без накида. Дальше 2 воздушные петельки. Ныряем в верхушку вот этого комплекта, провязываем столбик без накида. 2 воздушные петельки. Ныряем опять в арочку и провязываем столбик без накида. 2 воздушные петельки и опять провязываем столбик с накидом. Он будет такой высокий столбик. И у нас, естественно, наш краешек наш будет выравниваться. Понятно, да? Видите? Он потихонечку выравнивается. И все. Получается, вы повторяете точно так же, как третий ряд провязывали. Давайте до конца ряда. И в конце ряда встречаемся. Итак, смотрите. Вот мы выровняли наш краешек. Да? Все ровненько. И теперь, получается, мы с вами опять делаем 1 воздушную петельку. Поворот. Сюда же мы провязываем верхушку этого же столбика, провязываем столбик без накида. И далее в арочку, которую мы сделали, мы провязываем тоже столбик без накида. Есть. Далее 1 воздушная петелька. Так. И смотрите, мы перепрыгиваем там, где столбик с накидом, и провязываем веерочек. Столбик с накидом 1, воздушная петелька, столбик с накидом 2, воздушная петелька, столбик с накидом 3, воздушная петелька, столбик с накидом 4. Так, с накидом 4. Воздушная петелька. И смотрите, там, где у нас были 2 наши арочки, мы перепрыгиваем вначале в первую арочку, столбик без накида, 2 воздушные петельки и во вторую арочку столбик без накида. То есть мы сейчас повторяем точь-в-точь, прям копия, самый наш первый ряд. Вот он, наш ряд с веерочками. Вот он, ряд с веерочками. То есть по большому счету узорчик состоит из 3 рядов. Вначале мы делаем маленький веерочек, затем мы делаем комплект, да, из столбиков, и затем мы выравниваем краешек. Следующий получается у нас 4-й ряд. Повторение первого ряда просто в шахматном порядке. Опять 1, 2, 3 в шахматном порядке. 1, 2, 3. Опять вернулись 1, 2, 3. 1, 2, 3. Да? Ну или 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все. Понятно? Понятно. Не сложно? Не сложно. Перематывайте, если что, назад. Схемку, к сожалению, я вам не прикладываю. Схемка не очень хорошего качества. Но если найду, я ее продублирую в Инстаграме, либо здесь в сообществе. Договорились? Если что, перематывайте чуть-чуть назад. Повторяйте, и у вас все получится. Встречаемся через несколько рядочков. Так, смотрите. Вот я провязала несколько рядочков. Вот что получается по итогу. Вот такой вот нежный ажурчик. Не сильно дырявчатый. На лето самое то. А также, если вы возьмете не только летнюю пряжу, да, но и зимнюю пряжу возьмете, это палантинчик будет шикарный. Кардиган, кофточка. Посмотрите, как очень аккуратно, очень интересно, очень просто. Согласитесь, да? Всего 3 ряда узорчика. И все. И вот такая вот красота. Вот такая вот она будет у вас красота. В любом цвете, в любой расцветке, в любой палитре. Давайте замерим. Итак, я, получается, набирала 41 воздушную петельку. Если этой же пряжей, этим же крючком, этой же плотностью вязания, вот допустим, да, то это в моем случае получается вот в районе 15 сантиметров. Видите?
И тут получается у нас каждый веерочек это 3 ряда, да? 3, 6, 9, 12 и 15. Так, это у нас, ну вот, 9,5 сантиметров по самой высокой, если будем брать точки. То есть, если вы захотите оставить изделие, чтобы у вас был краешек неровный, да, то есть, например, это вот низ будет, то так его оставляете. Ну, буквально обвяжете либо рачьим шагом, либо столбиками без накида, будет красота. Если захотите ровный край, то вы знаете, да, то вы провязываете веерочки, затем вот эти комплектики со столбиками, и затем провязываете, выравниваете ряд, и затем провязываете также столбиками. Все, у вас будет палантинчик, да, ровный край. Если будет палантин, не забудьте сделать кромочные столбики для того, чтобы краешки были ровные. Вот. Вот такая красота. Вот так красота будет тянуться, если она будет сделана вот из хлопка, да. Вот видите, вот так вот натянется больше. Вот. Как вам? Вязали таким узорчиком что-то? Если вязали, обязательно пишите, что вязали. Интересно будет, какой пряжей. Если не вязали, подкидывайте идейки, что можно связать данным узорчиком. Надеюсь, видео сегодняшнее вам понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно. Подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Обязательно пишите комментарии. И нажимайте на колокольчик. Так вам будет приходить уведомления о новинках на канале. Колокольчик должен быть самый верхний, темненький. Естественно, делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. А также нажимайте на плюсик под видео. Так вы сохраните видео в свой плейлист. Вы можете самостоятельно свой плейлист назвать и смотреть в удобное для вас время. Всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.